Песня «Ой, на-на-на-на-на». Wait, there we go. Oh, wow. Some kind of heaven. Some kind of heaven. Some kind of heaven. Some kind of heaven. Всем привет! А тот факт, что это моя 4-я Коачелла, что я ни разу за 4 года, что я нахожусь в Америке, не пропустила Коачеллу. И в этот раз я специально закончила монтаж своего фильма для университета в тот же, сука, день, что я и сняла фильм. Для того, чтобы поехать на Коачеллу на выходных. Сейчас я жду девочек, и мы едем на fucking Coachella, bitch! Ребята, вы все помните, как мы с Артемом летали и в Прагу, и в Японию. Но сейчас Артем находится в Москве, а я в Лос-Анджелесе. И из-за пары я прилечу домой только летом. Поэтому каждый раз, когда ты хочешь написать человеку, типа «Привет, я по тебе скучаю», ты начинаешь задумываться о том, как сделать это так, чтобы это были не просто слова, а как-то по-настоящему. И я думала, какой подарок можно выбрать, такой, знаете, теплый, персонализированный, но при этом удаленный, который принесет много эмоций. Я снова обратилась к периодике, выбрала фотокнигу и начала подбирать фотографии. Их оказалось очень много. Смешных, случайных, странных, наших. Мои самые любимые фотки — это рандомные кадры с эмоцией. То есть не вот эти постановочные, знаете, а реально true moment. На этот раз я выбрала такой пастельный альбом, тем более у Артема был день рождения в этот день, когда ему пришел альбом. И я решила выбрать что-то такое, знаете, красивое, нюдовое. Я загрузила 40 фотографий, смешных, моих, наших совместных, его личных. Самое удобное, что на обложке можно разместить любую фотографию с любой подписью. Конструктор на сайте очень удобный. Вы подбираете фото, выбираете расположение и добавляете текст. Я сидела над этим примерно целый вечер, но это было очень приятно. Знаете, такая как будто разгрузка. Ты вспоминаешь ваши самые яркие моменты и просто наслаждаешься этим сбором альбома. Книгу я отправила сюрпризом и получила от него видео с реакцией. Расстояние, конечно, никуда не девается, но такие фотоальбомы — это то, что действительно скажет: за тебя я скучаю. Если вы хотите сделать себе альбомчик с поездки или маме, папе, кому угодно, это просто незаменимая штука, потому что так, как подходит к делу периодика, не подходит никто. Ссылку я ставлю в описании, а мой промокод Мадрид дает скидку 8% на любой заказ печатной продукции периодики и действует до 31 июля. А мы возвращаемся туда, откуда мы пришли. С Коачеллы. Итак, девочки, время в пути составит 2 часа 56 минут. Кажется, нас наебал этот пиздюк. Мы готовимся. За напитками. Ой, я почему-то хочу выглядеть все вот так прям. Вот, сейчас будет, вот. Ага. Я, как сказать, я организатор фестиваля Коачелла. Вот, пожалуйста, запомните это лицо. Сначала я, потом уже Бибер. Мы теперь, короче, с Катей на все протеиновые батончики, и не только, на все продукты мы сканим на Юка. Сканишь этот вот QR-код, он тебе показывает, насколько продукт хороший в процентном соотношении по 100-бальной шкале. И вот эти батончики, которые я люблю, Bear Bells, 3 из 100. Но знаешь из-за чего? Из-за жиров. Он пишет, что слишком большое количество жиров, 12 грамм. А здесь вот это вот, 98 из 100. Hello. Ребят, зубы пожелтели, пиздец, я только об этом и думаю. Нормально. У меня тоже чуть нижние. Покажи. Can I have please a small matcha hot with the oat milk? Yeah. And that's it. Your name for the order? Aviasales. Ой, у меня вырвалось случайно. Can you spell that for me? A-V-E-A-S-A-L-E-S. Perfect. Юля взяла double strawberry cherry matcha. По-моему, просто дабл черри. Ну, а я так, для красного словца.
Ребят, ну кофе для авиасейлс еще, мне кажется, никто не заказывал. Матчу. Матча, алло, пилатес матча. Смотрите, ребят, вот мы чем занимаемся, мы просто ходим по магазину, так и сканируем все товары. Вот Oatmeal Chocolate Chip, вот этот вот очень хороший. 27 100, не так плохо, Ну, не кстати, так не плохо. так плохо, да. Квест хуже, квест Квест 7. хуже. Да, а мои любимые два, напомню. Парабелл? Напомню, любимые мои два. Ребят, мы, короче, едем уже 2,5 часа, 3 почти. Мы только что, во-первых, ехали по высокоскоростной трассе, в том году ее не было. Они построили специально трассу, я по ней сейчас ехала 95 миль в час, очень-очень быстро пролетела, типа мы сократили там с часа 30 до часа 10. Но я настолько вот быстро еду, что у меня такое ощущение, что я когда приеду домой, лягу в кровать, у меня будет ощущение, что я все еще еду. Когда мы сбавляем скорость, вот мы сейчас едем 70 километров, а мне кажется, что мы плетемся как черепахи, блядь. У вас нет такого ощущения, что мы сейчас медленно едем? Нет. Нет? Юля, у тебя? Нет. Но у меня есть. Вот и поговорили. Следующая остановочка на пописать. Я говорю, Юлечка, пожалуйста, держись. Держи себя в узде. Юля говорит, да у меня уже узда слетает. Капец, ребят, это что такое? Синий дом. Там еще кот идет. Или это не кот? Где? Вон, смотри. Или собака это. Где? Там, блядь, вообще. А где? Да ушла уже. Ой. Ой? Красивая такая. Красивая черная кошка. Блин, такие дома и такой запах, знаете, прям курортный. Я как будто в Анапе. Человечный пахнет. Потрясающий аромат. Блин, надеюсь, наш вот этот вот, где мерцают огоньки, вот так страшно. А похож. Юля, это он. А, я знаю. Ну, пойдем. 50290. Ребята, у нас вот такой вот вайб. Немножко загадочный. Вау. Итак, маленький тур, пока мы здесь все не засрали. В общем, заходим. Вот такая вот комнатка. На самом деле, то же самое, что у нас было в том году. Только в том году это реально был гараж, оборудованный под комнату. А здесь прям красота. Вот такая кровать. Пожалуйста, вот такой вот столик. Хотя бы есть где посидеть. Тут кушеточка. Здесь, внимание, телевизор. Даже есть холодильник. Ёлки-па. Ёлки-палки. Да тут Лонг-Айленд с водкой, джином и ромом. Я в афиге. Пожалуйста, все для вашего этого хорошего настроения. Орешки, попкорн, бля. Дальше у нас тут бьюти штучки есть, бальзамчики всякие, таблетки даже есть, офигеть. И здесь вот такая вот ванночка. Слушайте, шик. Не роскошно только то, что это снова за $2500 на 3 ночи. Кочелла, день первый! Такой базовый меню. Короче, мы уже собираемся. Ну как, мы уже почти собраны, осталось только волосы сделать по факту и все. Юля говорит, что у меня ноги будут черные в конце дня. Если честно, мне почему-то уже так кажется, потому что они уже вспотели. У меня еще косыночка вот эта вот. Ковбои не ходят в шлепанцах. Ковбои в шлепанцах не ходят. Ковбои в сапогах ходят. Все в сборе, едем. Сейчас, наверное, стоять опять 2 часа в очереди. Просто на то, чтобы заехать на качелу. Но сейчас мы проверим это. Изменилось ли что-то с прошлого года. Но судя по тому, что сейчас уже там стояли люди, мне кажется, ничего не изменилось. Короче, стали в очередь, еле как нашли эту очередь. На самом деле, саму очередь просто сложно найти. Потому что непонятно, кто куда едет. Я говорю, ну что, поедем за всеми? Юля говорит, прикинь, если они просто на работу едут. И я за ними такая на завод поебашила. Ну, короче, мы нашли очередь. В нее вклиниться, вот это прям задача. Потому что никто тебя не пропускает и такие... И вот этот вот мексиканец, он такой, типа, а ты сзади меня заезжай. Я думаю, прикольно ты придумал, чел, а кто меня пропустит-то? И реально сзади женщина такая, давай. И я ей на русском, спасибо большое. Короче, мы заехали в очередь, вот сейчас 4:10, посмотрим, сколько мы будем стоять в очереди. Мы с Юлей сидим и с Катей, мы просто угораем, что все машины пытаются заехать, вот такие огромные машины. Извините, а можно я немножечко пролезу? Вот. Нет. Нет. И Юля говорит... Я говорю, в пизду себе, мы не дырки какие-то, ищи другую. Ищи другую дырку. Оп! И вот так вот.
Ой. А я в папку прям приуса дышу уже 10 часов, мне нравится. Вот мы завтра также пойдем. У нас в объявлении квартиры было написано велосипеды, можете взять и на велосипедах до Качелы доехать. Завтра мы с Юлей. Втроем, 3 медведя на велосипеды. Моби бы охуела, если бы она видела. Скуба! Так, ну девочки, мальчики, 5:27, час 20 ехали, нормально. Мы уже зашли на фестиваль, Катюша сразу санскринчик, санскрина. Береженного Бог бережет, как говорится, правильно? I called 4 times and I pray about cool, I feel like a creep. I know there's plenty of fish in the sea, but I fuck those girls, got you in my bag. Up with the bros, I post no scroll back and I will feel them buggy before I said they already saw it coming. Время, если что, только 5 вечера. У нас уже вот такой балаган здесь происходит. Просто не сядешь, не пукнешь. Но я нашла прикол. Попусас. Попуса. Я еле как зубами просто вырвала вот это мороженое. Говорю, мне нужно фиолетовое мороженое срочно. Вот, пожалуйста, знаменитое колесо обозрения. Обозреваем людей под машрумсами. И вот мы идем с девочками, решили сфоткаться вот около этих теперь стендов, потому что очень прикольно. Видите, там Барби, Гэп, Сабрина Карпентер. Где Джастин Бибер? И вот Джастин Бибер. Джастин Бибер. Девочки, фиолетовое мороженое под цвет волос. Ну что за счастье? Пробуем. Это просто пиздец. Вы обязаны это попробовать. Итак, друзья, мы сидим и ждем кого? Фейкминка. Потом у нас по плану Моби, обязательно Моби. Потом Этел Кейн, Сабрина Карпентер и who's this last one? And Sexy Red. Sexy Red, bitch. Блин, еще все в очках такие все, под шрумсами. Мы без шрумсов. Одни мы на трезвую голову. Что ж такое-то? Вот такое настроение у Кати. На фейкминке мы едим брокколи. Нам вообще похуй в целом на вашего фейкминка. Дайте чипотлю доесть. Чипоты дайте доесть и на Бибера, и я поеду домой. У них у всех тут спадают штаны на качели, блядь. Пожалуйста, в райдер в следующий раз все ремни. И штаны, блядь, нормальные. На резиночках. I
мальчики, извиняюсь. Фейк-минг супер, пришли на моби. Одни деды. Одни деды и я. Это любимая группа моего папы, моей мамы. Они слушали это, когда я была совсем маленькая, и заставляли меня это слушать. Но спасибо им большое за то, что привили мне такой замечательный вкус к музыке. Я очень люблю один клип моби на песню, по-моему, Why Does My Heart Feel So Bad? Офигенный клип, посмотрите, там про путешествие чувачка, который жил на Луне, ему очень все было хорошо, все нравилось, и он решил слетать на Землю. И на Земле его все очень обижали, поэтому он такой принял решение вернуться обратно домой на Луну. И это все, короче, это такой потрясающий клип, обязательно посмотрите. Ой, девочки, плакать буду. Я говорю, девочки, я вас так люблю, я их привела, они не знают, кто это, потому что это очень старый парень, и они просто постоянно... Короче, ребята, мы идем на Сабрину Карпентер, посмотрите, какая красота, и посмотрите, сколько народа. И это только начало, вон еще сколько людей бежит просто на Сабрину, это все идут туда, а мы бежим за пивом. О боже, пропустите, дядя, ёб твою мать, подождите, девочки, стойте. Я иду, говорю, боже, как много красивых японцев. Юля говорит, чего? Много красивых имен, потом мы идем, я говорю, все мечтают встречаться с кем-то из японской или корейской дорамы. И Юля говорит, из японской или корейской рекламы? Я говорю, Юля, у меня дома есть ватные ушные палки. Юля говорит, чего? Итак, мое правило одного бокала. Вот мой один бокал вышел в $18. $18. 1500 рублей вот такой вот стаканчик вина. Савиньон, который блан, просто в шоке. И пиногриджо тоже. Пиногриджо стоит, у него вот так глаз дергается. Савиньон в ахуе. It's the kind of place where you want to stay safe. Oh, thank you, I will. Короче, наша Сабринка дедушку не испугалась и пошла искать свою машину, которые, кстати говоря, все стояли на сцене. И поняли мы это только тогда, когда увидели толпу на экране позади. А включите мне свет, пожалуйста, я хочу сказать пару слов. Ой, спасибо большое. На меня вылили водку. Я стою, на меня прыгает девочка, просто прыгает. Я думаю, ну, второй раз же она не будет прыгать.
просто вылил на меня водку. Мы антисептиком помазали, теперь не так воняет. Сардина в кабриолет. Выступление Сабрины очень понравилось, и подтанцовка, и смена декораций, и сделали ей надпись огромную «Сабрина Вуд», типа как Голливуд. Потом вышла Мадонна, ну, короче, она прям постаралась над шоу. Короче, идем с Юлей, там Катю оставили, Катя там на Сабрине отжигает. Юля идет такая, блин. Пожевать что-либо, что-нибудь. Пожевать, что ли, что тут у нас еще дают? Веган паста вот есть. Мы решили поесть вот такую вот штучку. Написано Asian Mom Approved, азиатская мама опровнула. Мы хотим вот это вот. Сет из 3 вот таких вот штучек. Слушай, ну шарики такие нихуевые, огромные, если честно. Где туна? Такой ролл. Как колбаска. Колбаска. Ролл с колбасой за $28. Потом мы сфоткались в фотобудке, а Сабрина все пела и пела. Пела и пела. Слушайте, как вовремя мы пришли играть вот это вот. Оригами, вырывать шубы, спать бейкоды шубы. Говорят, что на Sexy Red будет какой-то сюрприз. Я не думаю, что мы дотянем до красной. До Sexy Red. До Sexy Red. До сексуальной красной, я думаю, то, что мы на FLK закончим. И вообще похуй на сюрприз, если честно. Слушайте, я на что Катю не приведу, ей все нравится. Ей даже понравился японский крипинац. Очень круто! Короче, мы уже идем домой, очень холодно. Сейчас 17 градусов, было утром типа 33. Сейчас 17, и мы идем, мы просто вот так трясемся. Тут еще девушка чуть не умерла, там 5 охранников подлетело. У нее пена изо рта была, ее трясло всю, короче, жесть. И в этот момент салют, и Сабрина Карпентер улыбается. И вот эта картина, мы с Юлей смотрим и думаем у чата спросить, как много людей вообще умирает на Коачелле. И я вбиваю, как много людей умирает на Коачелле. Он мне говорит,
Да, действительно, в редких случаях люди погибают на качелях. Так, ребята, мы уже уходим с качелы, но вот у нас тут образовался еще один небольшой такой артист. Вот такой вот. Вот я говорю, я говорю, через пару лет мы увидим его в 12 утра на качеле. Я просто сейчас рассказывала Кате, как мы однажды пришли к 12 утра на бонус, а оказалось, что это диджей-бонус. Качела, день второй. Ну что, ребята, день номер 2. Голосочек у меня, конечно, ангельский сегодня. Я, честно, я не представляю, как я буду на Джастин Бибере, потому что, ну, там же невозможно молчать. Истории, о которых невозможно молчать. А как я буду петь-то? You know you love me, I know you can. У самого такого голоса. Юлька меня накрутила опять. Я говорю, Юль, красивая? Она такая, пиздец. Очень красивая. Вот так вот. Можно было бы поехать, но мы фигарим пешком, потому что Uber-водила вызвал нас не совсем в том месте, в котором надо было. Точнее, он проехал все входы абсолютно. И нам приходится просто пешком фигарить. Ой, вообще шикарно. И цвет такой красивый. И She is. Спасибо. Вау, мы вовремя. Да. I'm just living that life on Dutch Coke classic, but I still pop every time I try. Don't you jealous? I'm just living that life. While you're sitting in your dad's basement, begging disappointed, that I'm shining. I'm just living that life. On and on, 'cause I'm just living that life. А потом она пошла искать человека из зала, кто будет громко кричать в самый кульминационный момент этой песни. Эдисон Рэй оказалась очень крутым перформером. На самом деле, лучше бы ее поставили в Night Time ночью. Это выглядело бы гораздо эпичнее, потому что ее костюмы, подтанцовка, то, как она сама двигается, это что-то с чем-то. Она там и на шпагаты садилась, и пируэты крутила, и колеса делала. Но из-за того, что у нее совсем недавно был тур, ее решили поставить вот на 5 вечера, потому что подумали, народа придет не так много, как на ту же Сабрину Карпентер. Addison, stay hydrated. Hi. Hydrated. Hydrated? What? Hydrated. I thought you said hydrated. Don't wanna be said that it feels like we're still kind of doing these things, but I don't care. А, да, это Оливия So listen to me under. Every good thing comes my way, so I still get down, yeah. Guess I gotta accept the pain. You say that to make me feel better. Итак, Кока-Кола без сахара на качели стоит $8. Help. Help. В туалете ощущение непередаваемое. У нас очень красивая фотосессия, потому что, короче, видите закат, и там даст, ну, в плане пыль от пустыни, и это очень вообще синематографично выглядит, мне так нравится, посмотрите, какой вайбик. Еще голос у меня тоже, конечно, вайбик. Потом на сцену к Сомбру вышел Билли Айдол. Это настоящая старая школа и звезда 80-х. Время снека. Я обожаю, Юлька вот эти снеки каждый день ест. Дай попробовать хоть. Ебать, неплохо. Давай завтра таких возьмем и в роллы накрутим.
читала, что в американском ТикТоке есть прикол, типа, умереть или послушать Сомбера. Популярно? Пробить себе руки или послушать. Ну, слушай, по-моему, хорошо поет. And I wrote it all by myself and I produced it in my bedroom alone. I played all the instruments, I did everything. This is Back to France. Skin the color of bark. Короче, смотрите, ребята, тут есть поп-ап Старбакса. Мы завтра пойдем по всем поп-апам. Идем делать ID-чек, потом пописать, потом поесть. Планы наполеоновские. Смотрите, тут какие-то галактические метавселенные с пальмами. Там еще есть поп-ап Always, прокладок. У меня как раз месячные сегодня начинаются. Супер. Как ни кстати. Меня должны без очереди пустить туда. Смотрите, они построили вот такую зону в этом году. Значит, тут деревья, такой тент. Значит, тут реально тепло. Тут очень много еды. Пиздец. Я, конечно, очень это хочу, но вот такую очередь я, наверное, не осилю. Боже мой, но я очень это хочу. Я очень хочу чикен катсу и спайси трюфель и спам эггс. Заспамьте мне яйцами, пожалуйста. Смотрите, вот это мы получаем за $26. У нас тут очень уютное кафе под бас-бустед около мусорки. Едим картошку и вот этот вот бол замечательный, поки, да. $13. Экономия. За картошку, блядь. But still Coachella, извините. Мы только что совершенно случайно нашли Катю. Тут территория фестиваля, чтобы вы понимали. Если вот так ходить кроссом, то ты обойдешь, наверное, за, минут 40. И мы просто идем, мы не можем найти Катю, потому что связь не ловит, ничего не ловит. И тут бац, появляется Катя. Как удобно, сразу помойка здесь. Может, не будем отсюда уходить никуда, по-моему, хорошо сидим. Я вам говорю, девочки, это вот с Хайнекен сцена играет. I saw you, Miss Jackson. Hacking for free. Never meant to make you underground. Я говорю, девочки, смотрите, тут лабиринт выступает, но мы на его выступление успеем буквально на 10 минут. План такой, может быть, просто в туалет за пивом и на Pink Panthers. И Катя говорит, да, заебись, давайте. И, блядь, весь каст эйфории выходит. Охуенно. Пришли с девочками на Pink Panthers. Я вижу только головы. Очень много народа. Я не представляю, что будет на Бибере. Я просто, мне страшно представить. Как можно было поставить The Strokes и Pink Panthers в одно время? Это не по-человечески. В общем, да, у меня вот такой вот вид. Панорамный, я бы сказала. Мужичок подошел, встал вот так вот, прям вот перед лицом Юлия. Извините, можно? I can see shit behind you. I'm so sorry for question. Perhaps you could move a bit. Девочки, он еще в беруши. Она у него только что выпала. Я говорю, ебать, у него еще беруши из уха выпала. Зачем же он так встал-то? Нам перегородил, если он в беруши стоит. В общем, Зара Ларсон прорекламировала сумочку Coach и ушла в закат, а мы пошли на The Strokes.
moments later. Даже подпеть не могу, это ужасно. Я вот сейчас задумалась, а в чем я пойду в универ завтра? Вот я пойду вот в этом. Или, может быть, в своих шортах, которые похожи на трусы. Или, может быть, в одежде, в которой я сплю. Надо подумать об этом на досуге. Крылышки. Очень. Чтобы вы понимали, какая вакханалия происходила перед Бибером, все пытались сесть поближе, наступали друг на друга. How can I possibly see that, guys? Everyone chill out, okay? Yeah, you can chill the fuck out. Get the fuck out of here. Okay. I'll come fucking get you, motherfucker. True. I agree. Блять, реально голос прорезается, когда на меня наступают. Я только что сижу, я молчала минут 30. Вообще не разговаривала, потому что я не могу говорить. И тут на меня наступает женщина. Она просто говорит, блядь, сука, пиздец. Я говорю, нихуя у тебя голос прорезался. Потому что я до этого писала в заметках, знаешь, типа. На самом деле, немножко страшновато, что у меня нет голоса. Я уже у чата спросила, может быть, это рак горла? Юля говорит, нет, это бред. У Лизы пылинка в глаз попадет, она будет у чата спрашивать, если у нее рак глаза. Рак пылинки. Рак пылинки. А я все думал, когда же ты появишься? Плюс мораль. Блин, девочки, жду не могу уже дождаться Джастина Бибера, на самом деле. Я вот просто все 3 дня хожу и думаю, поскорее бы Джастина Бибера послушать уже. Я просто не могу, очень excited. А что это? You by my side. Все, пошутили и хватит. Вернемся к нормальному концерту. I gotta tell you, my adrenaline's through the roof right now, so forgive me if I have trouble speaking, because it's like, there's so many of you. Tonight is a beautiful night. I got so many special guests tonight. So many special guests. Make sure you're drinking water. That's important. Skin the color of bark. Baby girl, I love you. This song is for you. Come ready, just lock it out, my baby. When sunlight turns to shadows and it gets hard to face. Yeah, babe, I'm feeling you and I can tell you feeling me. Me and him, we both in love and it ain't even been a week. I follow and I used to think me and him, we both in love. At first I was shy, but I'm a and I be in them sheets, yeah. With my sweet spot, yeah. With my pussy pop, yeah. I'm a changed woman, yeah. I ain't no lame ass bitch. I'm a freaky body, yeah. Put that dick in my ass, make my right side. I'm like, what you do, baby? I'm the pussy side. Yeah, I hit the sweet spot. Just give me anything you like and make me weak, mine. Look at you, hallelujah. Jimmy, hallelujah. I'm loving you, hallelujah. Everything, hallelujah. Hey, would you guys make some noise for Carter and Dylan, everybody? Come on. Давайте, ребята, работаем все за меня, кричим все за меня. The beautiful thing about this journey, you know, is that we all kind of grew up together, you know? It's been a wild roller coaster of a ride, and we've had some ups and our downs, and, you know, my life is kind of on full display since I was a kid, you know, so. But I wanted to take it back. We won't get too serious, because you're gonna make me cry, but we've been on a journey, and I just want to see if you guys really...
tell you one. I'll wait on you forever and a day. And if Песня «Ой, на-на-на-на-на». Wait, there we go. Oh wow. Oh wow. you know you love me, I know you care. Just show me never, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever be apart. My first love, but my heart for the first time, and now it's like, baby, 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 oh, like, baby, 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 oh, like, baby, 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 oh, I thought you'd always be mine. And I just can't believe my first love won't be alright. And I'm like, baby, 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 I'm like, baby, 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 no, I'm like, baby, 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 oh, I thought you'd always be mine. Soldiers and start overs and shoulders of you cry. Я в ахуе. Давай. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you Как будто сейчас что-то будет. Что же будет? throwing petals like the 11 line. Head spinning now, they don't know when to stop. The way you got me all in my head, I think I'd rather you in my bed. Не знаю эту песню. Короче, Юль, выходит секси Ред. И мне девушка, японка или, я не знаю, ну, азиатка, короче, слева от меня, она мне такая, это Дженнифер Лопес сейчас была. Я говорю, это секси Ред. Она говорит, я поняла, что песня секси Ред. Так это Дженнифер Лопес была. Я говорю такая, это секси Ред. Еще очень смешной момент был. Короче, я уснула. Уснула? Я уснула стоя, впервые в жизни. Я стояла, и в какой-то момент я понимаю, что я падаю, потому что я вот так вот. И я просто падаю, и Катя мне такая, Лиза, ты что, спишь? Я говорю, да. А прикол в том, что не потому, что было скучно, было супер, но просто он так мелодично пел, так красиво, что я аж уснула. Умоляю, Юля, расскажи, что сейчас было, умоляю. Там просто навоз. Лошадиный навоз. Я говорю, кто-то на коне приехал. Или уехал. Или уехала, Лиза наступила в это. Девочки, Ганни в ахуе. Блядь. Ладно, не буду руками, наверное, трогать, да? Не надо. Мы, короче, идем, тут очень пыльно, просто реально вот как в пустыне. Очень пыльно. Мы идем, закрываемся, по сторонам орут. Билеты на следующий день. Куплю задорого. Такси, $500 в любую сторону. И Катя говорит, боже, какой пиздец здесь происходит. Я говорю, Катя, это еще хуйня, сейчас же сосиски в тесте пойдут. О, пошли. Опа. Все, пошло, полная вакханалия. Смотри, сколько везут. Ёпстудей, блин. Coachella день 3. Короче, у нас третий день Coachella. Я сейчас делаю заказ в кафе. Я говорю ему, у вас есть что-нибудь без кофеина? Потому что мне чат сказал, что кофеин очень горло раздражает. И я пытаюсь ему сказать, я пытаюсь откашляться и сказать. Я ему там, мне, пожалуйста, пока, пожалуйста. И потом он такой говорит, да, давайте, вот у нас есть Golden Milk Latte. А вам холодный или горячий? Холодный. Холодный, конечно. У нас сегодня на Coachella выступает в 5 часов вечера Оклоу. Если вы знаете такую девчонку, это подружка Блейда и Янлина. Потом FK Twigs, это обязательно.
и Игги Поп. Я решила взять тот самый рикотта-тост, с которого у меня началась любовь к данному блюду, и по приезде в Москву в прошлом году я делала его каждый день на протяжении полугода, наверное. Я только что села в машину, и у меня чуть жопа не загорелась. Машина стояла, часа 2 на солнце, и именно мое кресло, именно мое сиденье подверглось атаке солнечных лучей. Юля нормальная, у Юли жопа не сгорит сегодня. Я села, и я вот так просто... подпрыгнула, бля, с сковородки. Смотрите, мы сегодня идем по другому входу, потому что мы приехали сегодня на VIP-парковку. Здесь у нас слева все плакаты Качеллы всех годов. Справа у нас, кстати, все палатки, и люди, которые живут вот именно в палатках, выбрали, короче, не отель, а вот такой вот паркинг-место за $500 ты покупаешь, и вот такую вот... Бля, короче, вот такие вот себе тенты ставишь. На самом деле это очень жестко. Когда мы с подружкой были на аутлайне в том году, была погода 27 градусов, 28, здесь 35. И мы проснулись в 11 утра от того, что мы просто мокрые, потные, нечем дышать в палатке. Я не представляю, как люди здесь живут. Это надо просто вот вентилятор вот этот ручной прикрепить себе куда-то на селфи-палку вот так. Но выглядит, конечно, фэнси. Ребята, мы успели на песню, которую я знаю. На фоне забирают человека, ему плохо стало, потому что на 35 градусов, очень жарко, а мы пришли за напитками в Starbucks. Тут прям по расписанию, в час дня cold brew, в 2 часа strawberry acai fresh, это как лимонадик. И сейчас мы попали на единорожный фраппучино плюс кейк попс. Так, мы заходим в попапчик. Ой. It's Starbucks and we like to party, and this is day 6 of us doing this, so we're a little tired. Я в шоке, как красиво! Слушайте, короче, из-за того, что у Кати был браслетик на алкоголь, ее пропустили с напитком, типа, в прозрачном, а нас нет, потому что, вот видите, мы теперь как лохушки. Ну, вкусный, но очень сладкий. Как будто мороженое растаявшее, да? Потрясающе. Ребята, какая-то музыка невероятная пошла. Так, ребята, пришли в Wavy Talk. Юлечка, что такое? Да, у меня и плойка от них. Я вот сегодня уложилась с ней. Тут, короче, девчонки укладываются, смотрите, плоечками. Вот можно купить такие плойки, либо уложиться самому, либо с дискаунтом, со скидочкой купить. А тут прям целая, получается, вот такая вот островок, где тебя именно укладывают профессионалы в Айбе. Вот такая вот очередь стоит из девочек и мальчиков в Always, значит, этот поп-ап. И там у нас вообще выдавали прокладки. Но they run out of прокладки, у них закончились все прокладки. Поэтому теперь остался только глиттер-бар. Это просто перед зеркалом можно нанести себе блестки на волосы, сходить в туалет и получить коктейль безалкогольный. What's the point здесь стоять? Очень болит голова, и она говорит, что это лучшая музыка для головной боли. Мы
еще очень хотим зайти в поп-ап Эльф, это косметика Эльф. И Юля говорит, прикинь, если у них тоже все закончилось. И они просто такие, типа, хотите, мы вам расскажем, что у нас было? У нас были глиттеры, плойки, расчески бесплатные. А что у вас осталось? Ну ладно. Влажные салфетки. This is our order. It's a Nano Kitchen. Show it. This is the small piece of wasabi. This is like a 5-course cuisine menu. $47 for this plate, and honestly, I think it's enough because, like, why would you eat more? Molecular, you know? Yeah. It's like a Michelin. We've been waiting for 3 hours outside to get this beautiful, really like Piece of shit. Ребят, короче, на самом деле мы реально стояли в очереди, час точно мы стояли. Это Казунори, наше любимое место с роллами, оно есть на Коачелле. Короче, мы заказали сет из 4 роллов, и мы хотели походить по поп-апам, но Юля говорит, вот это самый важный поп-ап здесь на Коачелле, потому что мы сюда не могли попасть 3 года. Помните, да? Ну, вот так вот закручивают по очереди роллеры, и пока там очень много рыбы. Да, у них тут у этого места такая политика, что, типа, ты не можешь взять, например, с собой. Или если освободилось, например, 2 места рядом, но в очереди стоят 3 человека в компании, они не посадят 2, они будут ждать, типа, пока освободится 3 место. Это такая японская система. Мне вот Аму рассказывал, что японцы, они не любят, когда веранды какие-то, да, на улице стоят. Они любят камерное такое место. Максимум за столом может сидеть 5 человек. Это максимум. То есть просто такое ограниченное место стенами. Если хочешь какой-то большой праздник устроить, день рождения или что-то такое, то ты уже идешь в специальные места, специализированные. То есть не вот такие вот камерные японские. Всем приятного апа. А вот мы и поели. А, ты уже все? Реально, вот эти хандроллы, ты их ешь, может быть, максимум минут 10. А все сидят, блядь, по часу, пиздят. Реально, я смотрела на всех этих людей в очереди. Это такая история, что открытая кухня, и по кругу этой кухни столы, за которые ты сидишь. И люди, которые в очереди, они должны стоять около тебя, прям вот даже за спиной твоей, и они смотрят на тебя. Я так смотрела на всех, думаю, что вы сидите, ребят? Все же голодные, вы не понимаете, что ли? Быстрее, блядь. Меня, кстати, Аму учил, что макать нужно ролл именно стороной рыбы, прикинь. Типа ты переворачиваешь его, именно не ролл, суши. То есть ты макаешь именно рыбной стороной, а я все время в рис макала. Тут, короче, есть такой прикол, ты пока все не доешь, тебе новый ролл не дадут. И я сделала очень плохую вещь. А Юля только успевают класть. Положили, она... Оп! Съела. Он в ахуе, он просто такой подходит. Скалоп, салмон, лобстер. Потом мы с Юлей решили показать Кате сцену грибочки. Я надеюсь, вы небольшие фанаты Янгтага, потому что на него мы не пошли. Ведь сцена грибочки, я считаю, главный хайлайт этого мероприятия. Сейчас вы увидите самое яркое, на мой взгляд, выступление этой Коачеллы, с которого у меня просто не закрывался рот 40 минут. У меня рот не закрывается, я клянусь, я вот так стою.
Единственное, о чем я жалею после этой Коачеллы, что мы не попали на показ фильма Radiohead. У них там еще была целая инсталляция, но времени совершенно не было, потому что вы сами видите, каких масштабов этот фестиваль, и помните, как мы бегаем по его территории каждый год, чтобы успеть послушать всех. И в этот раз, я считаю, мы увидели максимум. Спасибо всем большое, что были со мной. Ждите следующее видео в пятницу.